Итак, ребят, всем привет! Решила записать видео про встречу Зеленского и Путина. Недавно посмотрела, прочитала про эту новость, что Путин призвал Зеленского в Стамбуле встретиться. Получается, я сейчас записываю, на мой момент это будет завтра, на момент записи этого ролика. И я хотела бы посмотреть это на тонком. Про эту встречу очень много говорят, разная информация идет, но я все-таки хотела посмотреть на тонком плане, что же там готовится. На самом деле эта встреча будет какая-то прям, я не знаю, решающая, ключевая, и не очень понятна позиция Трампа, потому что он, такое ощущение сейчас, как играет, да, в такой пинг-понг, там на одной стороне, на второй стороне, вообще непонятно сейчас, что он делает. Но, по сути, мне еще, когда я наблюдала за позицией Трампа, мне шло вот такой момент, что как Шулер, что-то он как какую-то игру ведет такую, знаете, наверное, вот когда сидят в покере, да, за одним столом, и кто-то один, вот он такой и вашим, и нашим, и здесь, и там, то есть какие-то вот такие вот подводные, прям такие, вот, знаете, даже не манипуляции это назвать, а как именно некое такое поведение, когда вводят за нос всех, да, то есть я типа с тобой, но не с тобой, то есть такая двойная игра, да, двойные какие-то, то есть вот это вот больше похоже, как вот игроки за столом в покер, где ставки очень высокие, и он вот как шулер, такой профессиональный шулер, просто ведет какую-то свою двойную, тройную игру. И мне тоже хочется посмотреть, то есть, что сейчас происходит и в чем заключается именно на данный момент его игра. В принципе, в телеграм-канале я рассказала про сделку, не так давно по ископаемым, там же я рассказывала вам о том, что ресурсы давно поделили, еще когда они встречались с Россией в Саудовской Аравии, мне шло, что будут делить ресурсы, что они просто на берегу, перед тем, как вообще заниматься там и разговаривать о том, что давайте там мир, дружба, жвачка, будет поделена территория, и каждый свою выгоду обговорит в этом моменте, то есть США и Россия. В принципе, так и произошло, потом мы сразу услышали про ресурсную сделку, что Китай, говорю, США хочет полностью с Украиной, да, по ископаемым, да, просто в кабалу загнать, чтобы полностью все недра принадлежали США, это как, знаете, такой, грубо говоря, колонизация 21 века, да, там напрямую все это говорится, в принципе, кому интересно, там по ресурсной сделке уже ленивый только не сказал, и причем при этом, может быть, вы заметили, что Москва вообще молчала, то есть Кремль, когда шло обработка, прям реальная обработка Зеленского, правительства Украины, насчет вот этой ресурсной сделки и всего, никаких абсолютно по этому поводу комментариев от Кремля не было слышно. То есть как будто они на это смотрели, с неким таким снисхождением и молчали вообще там насчет этого. И даже где-то, я думаю, и помогали, чтобы побыстрее эту сделку подписали. То есть подыгрывали немного. США это было в моментах очень сильно видно. Но вот сейчас, то есть сделка подписана, и начинается интересное телодвижение, да, то есть Штаты, они такие начали как типа переобуваться или перепрыгивать, опять поворачиваясь лицом к своим так называемым партнерам на Западе, то есть там Франция, Англия, да, и так далее. Хотя я говорила, мне шло, тоже в телеграм-канале я об этом говорила, что мне шло, что хотят Англию поставить на колени, то есть сейчас есть желание поставить Англию на колени и заставить Англию подчиняться, то есть как уничтожить что-то, уничтожить Англию как того, кто принимает решения, то есть также я говорила о том, что хотят империи сделать, да,
Вот, и здесь интересно, потому что Трамп опять начал играть, как бы, да, такой, а мы с вами там, Франция, Англия, все, понятное дело, что они, ну, не то чтобы дальние, у них очень много общих дел, да, общих каких-то ресурсов, общих делишек, скажем так, вот, но они давние приятели, но я думаю, что Трамп, он все-таки такой человек, который, несмотря на то, что он бизнесмен, а где бизнес, там не за эмоции по большей степени, да, там за деньги, за выгоду всегда, но пройти мимо того, как они его оскорбляли, как они его ни во что не ставили, и сейчас позволить им, опять же, втягивать его в свою игру и приказывать, грубо говоря, манипулировать им, чтобы он делал так, как им надо, я думаю, что это все-таки не про Трампа, потому что то, что мы видим сейчас, те же самые моменты с 30 дней перемирия, да, ну вот в основном об этом идет, что они очень хотят, во-первых, да, основной сейчас тезис о переговорах, который выставляет и выдвигает Европа, Украина там и Макрон там, и в первую очередь не Макрон, Лондон, да, то, что надо Лондону, и то, что Лондон напрямую говорит Зеленскому, а вы, наверное, понимаете, что Лондон правит там всем. Почему? Потому что если мы вспомним первые переговоры в Стамбуле, кто сказал продолжать войну, кто сказал отказываться от переговоров, кто сказал посылать нахрен Путина и компанию, да, это был Лондон. То есть там, конечно же, не вот этот вот дед со странной прической на голове всем рулил, там достаточно такое подземное государство есть отдельное, взятое в Лондоне, которое эстеблишмент, который правит всем. И они сказали, лоббировали, да, что надо войну, мы хотим конфликта этого, и этот конфликт нам развяжет руки, даст много денег. Но, как говорится, они многого не учли, например, то, что со второй стороны, да, ни одна Россия там была замешана в этом конфликте, она не одна этот конфликт придумала и не сама на это все решилась. Бенефициар, я уже называла, тоже рассказывала на канале, это Китай основной, и в Телеграме у себя я там рассказывала начало, почему это все началось, кто это вообще все придумал, то есть начало вот этих вот боевых действий и так далее. Бенефициаром был Китай, то есть это полностью, целиком и полностью операция Китая. И сейчас мы можем видеть, опять же, такую нейтральную позицию Китая, да, которая такая, мы там за все хорошее, против всего плохого и так далее, но в открытую Китай не вмешивается в конфликт, но тем не менее вот этот флёр, знаете, такой легкий отголосок флёра того, что там Китай просто в этой всей истории идет семимильными шагами где-то вот между, оно ощущается, потому что даже то, что они прилетели на 9 мая, на Парад Победы, сам Си Цзиньпинь прилетел, и то, что, я думаю, как бы понятное дело было, что если бы в этот момент 9 мая Парад Победы бы обстреляли, там бы не просто проблемы были у Украины и у западников с каким-нибудь, я не знаю, там, африканской какой-нибудь банановой республикой, да, там очень много как бы стран прилетели, весь БРИКС прилетел туда, на минуточку, да, представители всего БРИКС прилетели, очень много стран прилетело, и это с тем учетом, что до этого анонсировали, что будут нападать на 9 мая, Парад Победы, будут обстреливать Москву, и что? Мы видим в итоге, да, все прилетели, и это был жест силы, то есть все сказали, ну давай, напади на нас, давай, мы здесь, мы все прилетели сюда, давай, напади. И потом, конечно же, этот Зеленский сказал, что мы из-за Китая, Китай попросил не бомбить, мы не бомбили. Ну, конечно, да, попробовал бы ты сделать это, я бы посмотрела, да, как бы это выглядело, с тем учетом, сколько там собралось народу. И я могу сказать, что здесь это тоже не просто так было, то есть вот этот жест силы,
ну, он был не просто так сделан. Это тоже своего рода, мы не просто так прилетели туда. В политике вообще просто так ничего не делается, да. Открыто показали, что кто против, грубо говоря. То есть вот они прилетели и сказали, а что вы нам сделаете? То есть они прекрасно знают, что Украину курирует Запад. То есть что прямой куратор, грубо говоря, того, что происходит в Украине, это Лондон. И это тоже открытое такое показательное, можно сказать, выступление где-то против Лондона. Еще очень интересно, вы, наверное, заметили, не заметили, Сербия, да, посетила парад, и еще там один человек, Фитце, тоже прилетел, и они показали неповиновение, опять же, да, они показали то, что мы против. То есть мы как бы не за это, да, они открыто уже говорят о том, что лишь бы там вот эта Европа, да, не сорвала переговоры, ну, лидеры вот этих стран говорят о том, что Европа может сделать что-то, чтобы сорвать, значит, в Стамбуле очередные мирные вот эти урегулирования, да, попытка сорвать будет, что этого лишь бы не сделали и так далее. Так вот, я тоже говорила о том, что в Европе есть страны, которые на тот момент, что там момент 22 года, да, 23 года, они жили, грубо говоря, рот на замок, но придет время, и они себя покажут. И сейчас это тоже происходит, мы можем это видеть, то есть открытое противостояние, которое изнутри ломается. Тоже вот это вот некое единство Евросоюза. На самом деле, мне где-то их жалко, Евросоюз, потому что сейчас будет просто, ну, вот эти вот страны, которые раньше колонизировали, да, другие страны, сейчас там будет такое, как, я не знаю даже, как это сказать, вот как мне идет с тонкого, знаете, как вот их будут не уничтожать даже, а их будут как-то вот наступать на них, то есть они сами как превратятся в какие-то, ну, не то чтобы страны третьего мира, нет, но их будут подавлять, их как-то очень-очень жестоко подавят и где-то сломают, то есть вот что-то вот внутри, какие-то моменты сломают, и это будет жесткое давление, причем это давление, оно идет восток, то есть это, скорее всего, Китай, некоторые восточные страны, Россия, там же это идет полуостров, да, вот, где саудиты, там и все остальные, и также это идет где-то Африка, ну и часть Америки тоже, то есть их будут, определенный истеблишмент будет просто это уничтожать, то есть как знаете, вот идет такое, что вот как нарыв какой-то есть на теле, да, вот земли даже, и этот чири будут скрывать, вот прям этот нарыв будут выдавливать, то есть вот как прыщик такой будут вот прям как-то вот, не знаю, даже я бы назвала это не просто, а вот именно нарыв какой-то вот такой вот будут вскрывать. И куда-то вот этот гной, я не знаю даже, куда его будут деть, потому что то, что гной внутри тела Земли, его куда-то нужно деть. Но вот куда утилизировать, я еще пока не понимаю. То есть как будто вот пока что есть желание только выдавить. А куда его потом, то есть вот как и как в руку собрать, но куда его потом непонятно. То есть пока еще, видимо, не понимают этот момент утилизации. Насчет самих переговоров, то есть вот это вот мирное, так называемое 30-дневное перемирие, это желание как-то вот перевернуть что-то, вот знаете, как перевернуть, видимо, на поле боя что-то или так далее, но ни о каком, когда вот говорят об этом 30-дневном перемирии, у меня нет ощущения того, что хотят завершить войну, то есть те, кто сейчас говорит о 30-дневном перемирии, что оно типа сильно надо, это как желание вот время потянуть, то есть что-то там, знаете, похитрить, обмануть, сманипулировать, отдать себе какое-то вот на то, чтобы что-то вот подковерное сделать, то есть какие-то подковерные игры свои провернуть, какие-то деньги отмыть, вот опять же идет как деньги какие-то отмыть, где-то что-то через черный рынок толкнуть, то есть через черный рынок я имею в виду вот, они же, знаете, все равно там официально, допустим, деньги те же самые
какие-то миллиарды там, которые они отправляют, помощи так называемые, вот вооружение там и так далее, они это все официально как-то делают через официальные бумаги, а тут как будто вот через какие-то обходные пути, то есть какие-то обходные пути, как вот какой-то черный рынок, и что-то связано, ну, знаете, как вот что-то, где торгуют оружием, то есть не черный рынок, нигде там, ну вот, все гадкое происходит, самое ужасное, а вот где торгуют оружием, хотя черный рынок оружия это тоже ужасно и гадко, но вот как-то так, типа вот перетаскать, хотя часть с Афганистана очень много ушло, да, они специально это все бросили в свое время для того, чтобы просто в черную, да, переправить это оружие, потому что, ну, иначе бы оно как бы официально это было бы тяжело сделать, то есть тоже такой момент, я о нем рассказывала, что они хотят как вооружить этих людей зачем-то, то есть это не просто так было сделано, это не тупой был ход Байдена, а это было сделано целенаправленно, потому что им таким образом надо было просто там на миллиарды, миллионы оружия это там направить туда, куда вот, ну, по черным ходам, грубо говоря, здесь то же самое, что-то вот какие-то обходные пути, что-то такое, но речи о том, что эти люди, которые говорят о 30-дневном перемирии, хотят действительно мира, нет. То есть они хотят отсрочку, они хотят что-то наварить, вот как вот я говорю об этом, и у меня постоянно рука, вот знаете, как вот это мани, да, вот жест такой, когда это, вот такое вот, что-то они хотят навариться, что-то они хотят сделать, то есть ни о каком мире речи не идет, как бы как-то перестроить свою стратегию даже в чем-то, то есть какую-то стратегию именно в хитрости, то есть схитрить, как-то по-другому схитрить, как-то переделать стратегию, дать себе времени, кого-то там уговорить, кого-то уболтать, то есть опять же идет вот Трампу тому же на уши присесть, как его обработать, знаете, то есть как будто люди эти привыкли к тому, что вот я не знаю, как они вот берут человека, и они его как в оборот берут и начинают раскручивать. То есть вот ля-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 ля, знаете, и все. И то есть он такой заболтанный, то есть он такой весь во все поверил, там птички, бабочки и так далее. То есть, знаете, такие профессиональные обманщики, профессиональные какие-то вот лгуны. И эти люди вот с самой верхушки власти, то есть это вот самый верх вот этот. Почему-то тоже идет такой вот, как вот этот, возможно, вот гнойник, что-то с ними и связано. То есть, в принципе, я говорила о том, что они тоже ставленники. То есть они не сами по себе там сидят, то есть они подневольные, но тем не менее это не отменяет того факта, что сами по себе они очень-очень профессиональные лжецы, прям мега профессиональные, я бы сказала, лжецы. И знаете, то, что Путин сказал про Стамбул, это же было его решением, что он сказал: все, вот Стамбул, и мы туда едем, да, говорить напрямую. Такое ощущение, что он это сказал для того, чтобы им не дать болтать. То есть, знаете, вот как будто вот они профессиональные лжецы, они лгут, ну, то есть в первую очередь их задача там не сколько, ну, то есть Путин, он как будто понимает их вот эти игры какие-то, да, именно игры на публику, именно игры вот в ложь, да, что они на самом деле там не хотят то, о чем говорят, то есть вот их игры в манипуляции, ложь, что они обманывают как бы людей, настраивают их определенным образом и так далее. И он вот это сказал для того, чтобы не дать им возможность вывертиться. То есть они вот как ужи на сковородке такие вертятся, а он вот это сказал, и все, они уже не могут вертеться. То есть они говорят: мы же за все хорошее против всего плохого. И он говорит: ну вот вам все хорошее, давайте будем за, да, это. Они уже по-новому вертятся, но как бы уже старые стратегии какие-то их вот этом вот им, то есть приходится перестраиваться под эту реалию. И еще очень интересный момент то, что Трамп, он как будто они выводят, то есть они как бы заодно, и они понимают, что просто так
вот эти люди, они не сдадутся, то есть они как будто прям вот как пиявки впились. Особенно здесь в Трампа вот идет, что вот почему-то Макрон сразу пришел, в основном как Макрон. Вот, а также почему-то как вот Мерц, то есть, видимо, Германия и Франция. Лондон, он как-то, знаете, он прохладно, Трамп с Лондоном. Он прям вот прохладно, он как будто вот идет и даже внимания не обращает, не замечает, не говорит. А эти, они как будто вот настолько хотят с ним вот как-то вот к нему вот ты, знаете, вот как вот ужи, да, такие вот в любую эту залезет без затычки, как говорится, и без вазелина. И вот они настолько вот к нему это вот, что он так смотрит на них, и так что, ну, я же могу вас как-то использовать. То есть, знаете, вот этот вот хитрый ход, когда человек как бы видит, что им пытаются манипулировать или пытаются как-то его внимание или что-то привлечь, и он как бы пытается их взять в оборот. То есть как манипулировать манипулятором, знаете, что такое. И вот здесь как раз его какая-то вот эта черта идет, про которую я говорила в начале видео, как шулер какой-то, да, шулер. И он видит, что вот эти вот какие-то слабые игроки, то есть это они как манипуляторы идут, но он их манипуляции легко читает. И в этот момент он управляет ситуацией. То есть они думают, что управляют ситуацией они, но на самом деле он управляет ситуацией. Вот что-то такое. И до этого получается, что он начал говорить о том, что вот стороны не хотят идти на перемирие и так далее, что я выхожу как бы, да, из этих прямых переговоров, я выхожу из этих переговоров, потому что стороны не хотят говорить. То есть что-то такое, он уже начал говорить об этом. И потом начали звучать слова от Путина, тоже от Кремля, что «а мы вообще за прямые переговоры». То есть, да, мы не против переговоров, мы вообще за прямые переговоры. Мы хотим там напрямую, да, говорить с Киевом. То есть, опять же, нарратив какой-то шел еще до этого, то есть начинала разыгрываться карта прямых переговоров. И Трамп говорил: «О, конечно, это будет круто, что там прямые переговоры и так далее». И тут же, когда они собирались, и когда они там ему на уши ездили про 30-дневное перемирие, Трамп сказал: да, давайте 30-дневное перемирие, и тут же Путин просто говорит о прямых переговорах в Стамбуле, да, и когда начинает вот этот вот западный истеблишмент и все остальные говорить о том, что нет, какие там переговоры в Стамбуле, да ну нафиг, давайте сначала, ну и тот же самый Зеленский, говорить о том, что какие переговоры, давайте сначала 30-дневное перемирие, а потом подумать можно будет и о переговорах и так далее. Трамп четко говорит о том, что Зеленский обязан быть в Стамбуле на этих прямых переговорах, и это очень хорошая тема. То есть он играет, опять же, на руку Кремлю. А те, кто начинает говорить: ой, давайте потом, да, какие там переговоры и так далее, то есть он тут же делает ход против них. И те не понимают, куда, что теперь им делать. То есть очень интересные такие двойные ходы, которые он использует. И знаете, вот почему-то мне кажется, вот я прям как бы с тонкого пытаюсь считывать, вот такое ощущение, Трампу немножко невыгодно где-то вот Стамбул, и если там действительно достигнут каких-то договоренностей, вот как это было в самом начале, то есть как первая стамбульская встреча, которая была, и чтобы там на этом все где-то закончилось, то есть он для него это не очень выгодно. Если прям бах и все закончится вот сразу же. Я не знаю почему. Если вот такое ощущение, если все сразу как-то резко закончится или как-то вот бах и все, вся вот эта вот история
резко завершится, он не сможет дотянуться до кого-то на Западе, именно где-то в Европе. То есть ему нужно не то чтобы, знаете, военные действия, здесь даже не о военных действиях идет речь, ему нужно, чтобы какая-то вот эта игра, она немножко продолжилась еще чуть-чуть, потому что он какими-то тонкими действиями подходит к определенным людям. И эти люди, знаете, они даже вот не сказать, что в Лондоне. Они где-то находятся в Европе, но как вот немножко не Лондон, а где-то рядом, то есть ниже немножко Лондона и восточнее. Может быть, даже где-то Германии, но как-то вот как Лондон, немножко ниже и в бок. Вот так вот. Какие-то страны, вот там он хочет до кого-то дотянуться. И еще вот под Лондоном где-то. Что-то вот такого вот плана. Не знаю даже, что, как вам это интерпретировать, что это за люди такие. Но ему прям очень сильно хочется до них дотянуться, потому что они какие-то неуловимые, и они закулисные, эти люди. Но он о них прекрасно знает, они связаны как-то с бизнесом. То есть с большими деньгами, с бизнесом, и ему надо как-то вот этих людей, как знаете, поставить вот в какое-то положение, в какие-то рамки определенные, то есть в какое-то положение, где им придется разговаривать, то есть им придется идти на уступки или что-то вот такое. То есть какой-то вот этот бизнес, это что-то связано опять же с ресурсами связано, да, ребята. То есть ставить их в какие-то неудобные очень положения, потому что сейчас они не хотят идти на диалог. Все такое ощущение вот в этом вот всей кашеварни, все крутится вокруг этих ресурсов вообще. И даже я бы сказала, что вот эти люди, возможно, они как-то связаны, я не знаю, даже, ну вот Shell почему-то, Shell идет. Я вообще хз, при чем тут Shell или что это вообще за компания? Короче, вот это Shell идет. И как будто, знаете, вот Shell еще какие-то люди, которые связаны с ресурсами, которые как копают недра, да, какие-то бизнесмены. И это именно, это вот не Россия там, да, нет, а вот именно вот где-то в европейских вот этих территориях они бизнес какой-то ведут свой, и вот эти люди, они лоббировали, то есть и лоббируют, продолжают лоббировать Лондону и Франции, почему Францию, вот, Германию для того, что им что-то надо, то есть им нужны какие-то разработки новые или что-то такое, то есть они хотят как-то вот свою вот это поднять, да, как империю какую-то или что, я не знаю. И там замешаны очень большие деньги, очень большие. И вот тут, то есть как будто Трамп хочет до них дотянуться, потому что эти люди, они лоббируют не только... Они хотят, как, знаете, такое ощущение, они хотят как-то энергию сделать недоступной. Я не знаю, то есть как будто, знаете... Возможно, вся вот эта херня про углеводороды, там, про то, что мы там дышим, там, да, углекислым газом и так далее, то что вот оттуда тащится, потому что они хотят продавать очень дорого. То есть ресурсы, какие-то углеводороды или что-то хотят продавать очень дорого. То есть у них какой-то такой есть момент, что типа вот именно это компании, то есть не какие-то политические, а именно вот эти компании, то есть чтобы вообще углеводороды или сам, ну не знаю, чтобы это было очень дорого и было не для всех, вот, знаете, то есть вот в таком виде, чтобы только избранные могли там пользоваться какими-то недрами, вот этими вот углеводородами. То есть там типа вот самолеты, да, вот топливо, которое там используется, еще что-то, ракетное топливо какое-то, чтобы это все было вот как бы какое-то избранное, недоступное и так далее. И они хотят вот лоббировать это все, то есть они хотят как бы вот именно даже монополию по этому поводу. Я не знаю, в чем, ну вот монополия.
чтобы у них была полная монополия, и они полностью контролировали рынки. Вот какая-то такая штука. И они как будто свою вот это вот желание, то есть они это все пронизали сквозь политические структуры. То есть это и в Европе политические структуры, также это политические структуры в США, там уже подкуплены именно очень много. Я не понимаю, почему Украина, почему они именно на Украину, что им там надо, какой-то металл им там нужен, я не знаю, какой-то металл. То есть это не там нефть, не газ, это что-то другое. И как бы Трамп вот как руки прочь оттуда. То есть он до них хочет добраться, по сути. Я даже не знала, если честно, я сейчас в шоке немножко сижу. И насчет переговоров, то есть которые в Стамбуле, это точно не в их интересах, вот этих компаний, которые это все лоббируют где-то. Но как будто заманивают туда, заманивают, как будто это как ловушка какая-то. Зеленский там вообще не имеет никакого ни веса, ничего. Он там как, не знаю, даже не то чтобы как... Он мальчик, который не понимает, что происходит. Вот такое ощущение. То есть ему говорят что-то делать, он такой, что, где? И вот он что-то говорит, да, там это, то есть то, что происходит подковерное, закулисное, где-то вот эта вот вся игра политическая, он как будто вообще не участвует. Он такой, что, где, да, то есть что-то происходит, а он не понимает, что происходит. Он вообще не понимает такое ощущение, что происходит, и он уже давно не понимает, что происходит, просто. Если раньше ему говорили, что вот черное это белое, белое это черное, пойдешь сюда, да, сделаешь вот это, и он понимал хотя бы, что происходит, сейчас он вообще ничего не понимает, то есть он вообще не ориентируется потому что уже как бы немного другие люди начали играть вот в этот пинг-понг, где он вообще просто потерял уже нить повествования. То есть, знаете, когда за сюжетом следишь, и в какой-то момент понимаешь, что ты вообще не понимаешь, что происходит, да, вот в сюжете, в повествовании. И здесь вот то же самое, он не понимает, что происходит. Но он продолжает говорить то, что он говорил всегда. То есть вот это вот. Он продолжает просто вот одно и то же говорить, как бы как вот какая-то стратегия, которая уже есть, выработана, и он ей следует. Но что-то сейчас вот какие-то, знаете, кулуарные уже вопросы, какие-то подковерные уже начинают двигаться, потому что тут что-то вот замешан бизнес, очень сильно замешан бизнес. И такое ощущение, что будет какой-то переворот, именно ожидается, да, именно в сфере бизнеса, какие-то бизнесы будут, немножко, так скажем, припускать, то есть каких-то людей, потому что очень большие деньги, вот прям какие-то очень большие деньги на кону стоят. Ребята, вот так вот, я даже, если честно, не ожидала, я когда думала, буду смотреть эти переговоры, но я всего что угодно ожидала, но только не вот этого, то есть какая-то уже, знаете, я бы сказала, что это близко к какой-то не развязке, а вот какой-то кульминации этого всего, потому что уже какие-то сейчас точечно бить как-то будут, да, то есть будут уже подходить к тому, чтобы бить точечно по тем, именно которые вот именно вот основная цель, то есть они как вот именно те основные цели, по которым пытаются ударить, то есть тот же самый Трамп, да, настоящие цели, по которым он хочет бить, то есть вот проходит. И как будто Путин даст ему эту возможность. Я не знаю как, но он как будто вот не будет ничего делать, то есть ничего предпринимать, и просто будет стоять рядом, даже не рядом, а в стороне, наверное, по большей степени будет стоять и бездействовать. То есть иногда бездействие лучше, чем помогает лучше, да, чем какие-то действия. Вот его случае это будет вот примерно вот так, он просто будет бездействовать, где Трамп будет бить точечно по каким-то людям, по каким-то оппонентам, да, и просто уничтожать их, которые ему, грубо говоря, не нравятся. А это даже, знаете, я бы не сказала, что Путин и Трамп вдруг стали друзьями или вдруг объединение какое-то или нет. Но просто здесь, знаете, где
один человек прекрасно понимает другого, да, что хочет другой, и просто, ну, вроде как не объединяются в некие такой, ну, каждый свою выгоду получает, скажем так, да, из ситуации. То есть договорили такое временное перемирие для того, чтобы каждый получил в ситуации свою выгоду. Насчет того, будет ли заключено какое-то перемирие, прям окончание в Стамбуле, не идет, что прям бах, они выйдут из-за стола переговоров, и там мир во всем мире наступит. Нет. Что-то будет достигнуто, но это, опять же, я говорю, это какие-то вот уловки, манипуляции, выжидание времени, то есть тут борьба идет не за вот что-то такое, здесь борьба идет вообще абсолютно другая, поэтому они будут следовать какому-то своему вот этому плану, именно для того, чтобы дотянуться до реальных целей, которые им нужны, вот, и я не думаю, что в этом плане прям окончательное там завершение всей этой каши для них выгодно, нет, не совсем, то есть что-то еще будет, то есть даже если будут какие-то действия в том, чтобы как-то немножко остановить этот весь конфликт или, ну, как-то вот его, ну, грубо говоря, подвешать в каком-то вот состоянии, да, останутся, но до конца нет, не идет, что оно как-то вот прям до конца, по крайней мере, то, что они делают, то есть именно вот политические цели, да, этого конфликта, до конца это пока что не будет доведено. То есть, потому что есть еще какие-то определенные цели, к которым они стремятся, которого не добились. То есть многие стороны, США и Китай почему-то идет следом, и Россия, да, она еще как бы Россия уже как будто даже и многого добилась из того, что хотела, но Китай еще недоволен, то есть им еще что-то надо добиться чего-то. США тоже надо дотянуться до определенных врагов, грубо говоря, да, которых они себе наметили. И сейчас уже кульминация это все длится. Я надеюсь, что хотя бы как-то что-то, но такое ощущение Европе скоро немножко будет не до этого. Как будто вот ее немножко обведут вот так вот вокруг пальца. Им немножко уже будет не до этого. Что-то внутри Европы очень сильно назревает. Знаете, вот по ощущениям внутри Европы какой-то вот есть шарик с водой, ну вот это шарик обычный, да, и он может удержать воду, да, может там лить, но если в него лить воду постоянно, то есть он будет все больше, наполняться, удерживать эту воду, но в какой-то момент он взорвется, то есть в какой-то момент он не выдержит, и вся эта вода просто фонтаном вот буф, и вот взорвется, да, выльется оттуда, то есть вообще щель начнет литься. И вот здесь какое-то такое ощущение, то есть сейчас в Европе что-то внутри Европы самой назревает, и оно вот этот шарик все наполняется, но он не, как сказать, он не бездонный, этот шарик, и скоро вот это все как взорвется, не выдержит, да, вот прорвет, вот так вот, прорвет что-то внутри Европы. Я не знаю, насколько это связано с тем, что там что-то выдавливают, да, болевую точку, но здесь что-то, наверное, другое, то есть им будет не до этого, что-то очень-очень не очень хорошее грядет в плане того, что как что-то люди бегут, что-то непонятное такое происходит, я не знаю. То есть, может быть, массовые беспорядки какие-то или что, я не пойму, то есть, может быть, какие-то теракты или, не знаю, мне сложно сказать. То есть как будто вот что-то внутри Европы, как вот начнет вот их какие-то внутренние нарывы начнут прям буф-буф-буф, вот. Что уже невозможно игнорировать будет что-то, что сейчас игнорируется. Вот если на проблемы постоянно закрывать глаза, знаете, вот, ну вот что-то из такого плана, если на проблему постоянно закрывать глаза, да, и говорить, ладно, там, этой проблемы нет, и постоянно трубу какую-то, да, которая течет, там, подтекает, вечно там заклеивать жвачкой или там, там, вроде как подлепил пластилином и вроде как не видно, но в какой-то момент ее просто разорвет. Вот что-то из этого
будет. Что-то такого плана будет. Вот. Я уже достаточно много всего сказала, думаю. Вот. Надеюсь, что то, что я посмотрела на тонком по предыдущим, так скажем, моментам, связанным со Стамбулом и прочее, вам будет интересно. Но у меня на этом все. Всех вас люблю, обнимаю. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на другие ресурсы, заходите на сайт, присоединяйтесь ко мне и к другим ребятам в Солнечный клуб. Но я вас всех люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.